привет. Сегодня у нас расклад. Послание от твоего будущего мужа. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу начнем расклад. Итак, единички. Передо мной бумажка с вопросами, 3 вопроса. И первый, какое послание главное твой будущий муж хочет передать тебе прямо сейчас? Знаешь, по картам он говорит четко, что судьба уже крутится, как вот колесо фортуны, да? И он в ней для тебя выигрышный билет. Поэтому не думай, что там пока вроде ты одна, да, или что вокруг мужики не те. Он уже тут реальный, с землей под ногами, да, с мозгами в голове. И этот мужчина, он не будет тебе звезд с неба обещать, а притащит их тебе в дом, обернув в купюры денежные. А сейчас ты на распутье, и тебе кажется, что все дороги ведут в никуда. Но он знает, что вы на одном витке от вот этой карусели жизни. А послание простое: не дергайся, не пытайся контролировать каждый свой чих. И доверься этому ходу вещей. Он не тот, кто вот примчится на белом коне с пустыми руками. Нет, этот мужчина, он уже копит, он уже строит, базу обеспечивает, чтобы, когда вы встретитесь, все было как в сказке. И без долгов по ипотеке. И хочет, чтобы ты перестала метаться между вот этим вот. Может, он там за углом, или там все мужики козлы. Просто расслабься и живи. Твоя задача сейчас не искать вот его в каждой подворотне, а просто заняться собой так, чтобы вот когда он появится, а это будет скоро, ты была готова. И не с пустыми руками, и не с истерикой в глазах, а с тем же достоинством, с которым он к тебе подойдет. Да, он сейчас где-то рядом. Не в буквальном смысле за стенкой, но его энергия, она уже к тебе тянется. Просто не тормози процесс своей тревожностью, потому что он сам найдет дорогу, когда время придет. Что он чувствует, думая о тебе в своем сейчас? Он, знаешь, прямо сейчас сидит вот, кофе пьет, и глаза у него горят, как у школьника, который влюбился в старшеклассницу. Ты для него, знаешь, вот та самая финальная точка в маршруте, после которой можно выдохнуть и сказать вот, ну все, она моя, и я дома. Он не просто тебя хочет, он в тебя верит, как вот в спасательный круг посреди океана. И это не будет там, ой, какая симпатяшка и так далее, а вот глубокая, почти вот я бы сказал, мистическая уверенность, что ты — это его шанс на ту самую жизнь, о которой он мечтал. Но боялся признаться даже сам себе. Он видит в тебе не тело, там, не улыбку, а силу, которая его заряжает, как вот батарейки. И он уже представил, как вы вместе будете и проектами рулить, и путешествовать вместе, и даже детей растить. И вот от этой картинки у него мурашки по коже. И сейчас он как раз на том этапе, когда вот понял, что хватит скитаться по подружкам-однодневкам. Пора остепениться. Но не с кем попало, а с тобой. И это не просто мечты, у него уже, как говорится, руки чешутся что-то сделать. Может, он прямо сейчас продумывает, как к тебе подкатить, да, как там решить свои финансовые вопросы, чтобы прийти к тебе не с пустыми руками. И ты для него не просто женщина, ты для него вот этот самый старт, после которого все пойдет в гору.
Это не его фантазии, это интуитивное знание, что вы созданы друг для друга. Какой знак или шаг он просит тебя сделать? Ну, знаешь, чтобы вы быстрее нашли друг друга. Перестань быть жадиной. Вот ты зажала свою жизнь в кулак, что даже воздух не проходит. Он видит, как ты деньги копишь, как ты эмоции копишь, время копишь, как будто ты готовишься к апокалипсису, к этому с зомбими, а не к встрече с ним. Вот хватит сидеть на вот этим, как сказать, на замке, что мир не влезет просто в твои границы вот эти. И он вот просит, чтобы ты отпустила контроль. Перестань проверять каждую копейку, считать калории как бухгалтер, отшивать тех, кто не подходит под твои 150 пунктов. Ты ж не на этом, не на собеседовании, на работу. Ты же в жизни. И сейчас твоя зажатость — это стена между вами. Он не придет, пока ты не разожмешь ладони и не разрешишь чему-то новому войти в свою жизнь. Не надо, конечно, бросать или еще кредиты влезать. Просто перестань видеть опасность в каждом шаге. Разреши себе платьишко купить, которое тебе нравится давно, а не которое практично и сносу 10 лет не будет. Сходи куда тебя подруги зовут. На сообщение ответь того мужика, который не идеальный, но смешит. Он ждет, когда ты перестанешь жить в режиме экономии. Не только денег, тут не про деньги, но и чувства. Откройся миру хотя бы 20%, и ты сразу увидишь, как фортуна, она повернется тебе к лицу. Понимаешь? Он уже рядом, но ты его не пускаешь своими вот этими «все сложно, у меня апатия, у меня депрессия». Просто расслабься, и он появится в твоей жизни. Так же естественно, как будто он там всегда был. И ты сама его почувствуешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Какое главное послание твой будущий муж хочет передать тебе прямо сейчас? Знаешь, ты сейчас, вот сейчас, хватаешься за голову и думаешь, а где же мой принц на белом коне? А он тебе четко дает понять, он уже в пути, не ори. Ты сейчас знаешь, как вот на переправе сейчас. Старые косяки и обиды надо за борт бросать, иначе ты в новую жизнь не поплывешь. Но это не значит, что ты слабая. Нет, наоборот. Ты устала уже тащить вот этот груз проблем одна. Но твой мужик, он уже рядом. И он это видит и говорит, что держись еще чуть-чуть и будем вместе. И это не какой-то левый мужик. Нет, этот мужчина, он знает цену твоей упертости и готов стать твоей стеной. И сейчас главное не накручивать тебя мыслями типа «опять не тот попадется» или «я этого недостойна». А он тебе кричит, что хватит на бывших оглядываться, хватит на детские травмы смотреть. Или на мнение этой дурочки Гали, которая у тебя подружка. Твоя лодка, она уже отчалила от прошлого берега, и он ждет тебя на другом. Как говорится, с горячим чаем, с пледиком, с печенюшками и готовностью выслушать всю твою боль. Но знаешь, пока ты в пути, и вот пока ты в пути, не сдавайся, даже если кажется, что сил уже нет. Он верит в тебя крепче, чем ты сама в себя веришь. И точно знает, что ты выдержишь вот этот последний рывок, потому что он вот-вот на пути. Что он чувствует, думая о тебе в своем сейчас? Знаешь, он
в восторге от тебя. Он видит тебя как вот эталон женщины. Мозги есть, характер огонь, и ты не боишься быть мягкой там, где надо. И у тебя нет вот этой вот «у меня апатия, у меня депрессия». Вот у кого апатия, депрессия, они всегда одинокими будут. Ты не такая. И он прямо сейчас, где бы ни был, да, он мысленно ставит тебя вот на вот этот пьедестал. Не потому, что ты там куколка идеальна, без изъянов, нет, а потому, что ты настоящая. Твоя способность вот этот справедливо правду матку резать, да, даже когда это больно, его это дико заводит. И он же представляет, вот как вы вместе будете семью строить, там, ты с твоей мудростью, интуицией, он с желанием быть твоей опорой, как вы будете, как сказать, кирпичик за кирпичиком все выкладывать. И он уже мысленно хвастается перед друзьями, что вот видел ту, которая в красном пальто на прошлой неделе, это моя. И для него ты не просто там потенциальная жена, да, ты для него человек, с которым он готов проходить вот любые медные трубы, огонь и воду. И что самое главное, он чувствует, что ты сильнее всех его прошлых страхов и сомнений. Потому что ты мощная. Вот я не знаю, как сказать, но у тебя внутренняя мощь, она как магнит его притягивает. И он даже немного трусит, понимаешь? Он думает, а вдруг не дотянусь до ее уровня? Но это его мотивирует стать лучше, а не сбежать. Какой знак или шаг он просит тебя сделать, чтобы вы быстрее друг друга встретили? Ну знаешь, а тут все просто. Перестань чудить. Потому что он же не в твоем вот этом сериале или в книжке с драконами. Он в реальном мире, где нормальные мужики знакомятся через общих друзей. Это тебе намек. Понимаешь? Тебе нужно немного спуститься с небес на землю. Он, знаешь, он просит не бегать вот от нормальных сценариев этого знакомства, свиданий. Например, когда тебя там тетка с какого-нибудь 5-го этажа предлагает познакомить с племянником, то соглашайся. Свадьбу у подруги обязательно иди, даже если терпеть не можешь этот салат оливье. Не надо искать его на сайтах знакомств, понимаешь? Не надо его искать там на сайтах анонимных философов. Он ближе, чем ты думаешь. Потому что он, знаешь, он тот самый друг детства, который вот, возможно, подвозил тебя с работы. Или коллега новый из соседнего отдела. Понимаешь? И еще перестань прятать свои победы. Если тебя наградили на работе, выложи фотографию к себе в соцсеть. Закончила курсы какие-то, расскажи об этом всем. Понимаешь? Он хочет видеть тебя в моменты триумфа. И вот как раз в момент триумфа вы познакомитесь. И я вот не знаю, какие еще вот примеры тебе сказать, да, но вот когда тебя хвалят, поощряют, ты где-то победила, себя победила, хвались, потому что вы познакомитесь именно в момент триумфа. Ну, еще, конечно, это может быть или корпоратив, или свадьба. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Какое главное послание твой будущий супруг тебе передать хочет сейчас? Ну, знаешь, по картам твой мужчина, он уже в голове картинку рисует вашей общей жизни, где вы оба счастливы прям до этих мурашек.
Он сейчас как раз вот настраивает, так сказать, свой внутренний компас, чтобы попасть точно в твое сердце. И хочет, чтобы ты перестала метаться. Видишь, ты сейчас в таком в режиме, знаешь, надо бежать, надо искать, надо доказывать кому-то чего-то. Так вот, он просит, выдохни. Прям вот сядь, чаю с ромашкой попей. Представь, что самое сложное уже позади. Потому что ты не одна на этой дороге. Он тоже идет. Просто он, знаешь, он пока за поворотом. А послание его: не гони лошадей. Не забивай голову своими страхами. Типа, а что, если я останусь там старой девой, 40 котами? Ты же не в боевике, где нужно прыгать с парашютом в последнюю секунду, чтобы мужика схватить. Все идет по плану. И вот этот план, конечный итог, вы вдвоем в доме, где пахнет пирогами и где смех. Он не просит тебя ждать, он просит жить сейчас так, как будто эта гармония уже здесь. Не зацикливайся на бывших, они были не твои. И не тащи за собой чемоданы обид старых на бывших и прочих вот этих вот персонажей. Освободи место для него, иначе, когда он в твою жизнь залезет, то ты его просто отгонишь. Понимаешь, тебе нужно сейчас расслабиться и перестать выискивать изъяны в каждом знакомом мужике, потому что твой, он не промахнется. Понимаешь? Что он чувствует, думая о тебе в своем сейчас? Ну, он слюнями исходит, когда вот о тебе думает. Сейчас он сидит, кофе пьет и улыбается, как дурак. Потому что ты для него женщина, которая и кашу сварит, и бизнес построит, если захочет. Он видит тебя не просто вот девушка для отношений, да, а видит тебя то, с кем можно и, как говорится, и крышу перекрыть, и на рыбалку съездить, и детей вырастить, и в старости на лавочке всех проститутками называть. Он, знаешь, он чувствует сейчас, в своем сейчас, что ты его опора, его тыл. Даже если пока он не знает тебя, даже не знает, как зовут. И это не какой-то там гормональный всплеск, да, и не временный запал. Нет, он уже мысленно примеряет образ мужа и понимает, что хочет быть рядом с кем-то надежным, а не с вот этой ветреной куклой с надутыми губами. Понимаешь? Он ценит твое умение не паниковать из-за ерунды, за твою хозяйственность. Даже если ты считаешь, что твой максимализм — это типа «я убралась раз в месяц». Нет. И ему нравится, что ты не так, кто вот будет шубу требовать в кредит. Он видит, что ты умеешь ценить настоящие вещи. А настоящие вещи для тебя какие? Доверие, честность, рост обоюдный, да, и общие цели. И вот этот мужчина, он уже морально готов носить тебя на руках. Но не как принцессу из башни, а как вот равную. Ту, которая и сама может его на руках унести, если что, понимаешь? Какой знак или шаг он просит сделать, чтобы вы быстрее друг друга нашли? Ну, знаешь, хватит тряпкой быть. Вот так вот прям, да. Твой будущий муж, он вот в ярости от того, что ты до сих пор терпишь всякое дерьмо вокруг себя. Вот эти подкаблучники альфонсы, подруги энерговампиры, работа, где тебя не ценят. Это все цепи, которые тебя тормозят. И он требует, чтобы ты вырезала из жизни все токсичное вокруг себя. Как вот хирург скальпелем осторожненько действует же, вот так же. Не вот это твое «может быть», не вот это твое «попробуй», а прям вот завтра начинай чистить поле. Перестань бояться остаться одной. Лучше одна, чем с кем попал. И он хочет видеть тебя сильной, а не удобной. Понимаешь? И если ты продолжишь тратить силы на тех, кто тебя недостоин, то как он тебя найдет?
ты же в этой толпе затеряешься. Вот покажи Вселенной, что ты готова. Выкинь хлам, как физический, так и эфемерный. Забей на людей, которые тянут тебя вниз. Научись говорить «нет» даже родне, если они лезут не в свое дело. И перестань вестись на вот эти огоньки, то есть на тех, кто манит страстью, но без обязательств. А тебе такие предложения были. Твой муж, он не будет играть в игры. Он придет конкретно и надолго. Но чтобы он пришел, ты должна освободиться от всей вот этой шелухи. Не проси знаков, создай условия сама. И вот самое главное, выкидывай мусор из жизни. И тогда он появится, как только место будет готово. Сейчас, пока ты погружена в мыслях о бывших. Вот такой на сегодня расклад. Подписывайся на канал. Я немножко заболел, поэтому вот так вот все. И помни, даже больной дед всегда рядом.